как его не любить-то? А за что его любить? За то, что Россию спас. За его прямоту, за его пословицы, за ум. Да, потому что стабильность. Следит, не контролирует. Россия не принадлежит сама себе. Если начнется война, то вот он в этом разбирается хорошо. Путина? Да прямо вообще обожаю. И Путин петух. Что вы любите Владимира Путина? Ну, вообще-то, кто сказал, что я его люблю? Мы рады, что вы последний. Нет, вообще-то, кто Знаете, сказал? это будет удивительный у нас ролик, в котором люди, которые нас посылают, нас будут только радовать. Не, ну просто действительно, это же тоже вопрос, извините, кто-то, может быть, и любит. Никто не говорит, ну, я считаю, ничего хорошего не сделал. Только все разрушил, вот и все. Может, пора уже как-то его менять? Пора, но это же не от нас все зависит. А от кого? Может быть, как раз от всех нас и зависит? Нет, ну, как сказать, от нас. Может быть, но нужно сначала сплотиться, чтобы все это зависело от нас. А не быть разрозненными, вот и все. Наверное, за то, что если начнется война, то вот он в этом разбирается хорошо. А так больше ни за что. Блин, честно, многие его ненавидят. Но у меня нет такой ненависти. Я же молодая, чем мне его ненавидеть. Но я знаю, что вот если что-то начнется с войной связано, он в этом очень хорошо разбирается. Внешняя политика мне его нравится, а внутренняя тут надо поработать. Может, тогда не за что его любить? Почему? Я же сказал, внешняя политика нравится, это уже как бы, а внутренняя надо с коррупцией побольше работать, как сказать, и следить, чтобы выполняли его указы. А то он наговорит, а не следит, не контролирует. Россия не принадлежит сама себе. И Путин петух. Может быть, любить нужно родителей, жен и детей, а власть нужно либо уважать, либо не уважать, либо соглашаться с ней, либо не соглашаться. Нифига себе вопрос. Да я бы не сказал, что люблю. Тут смысл люблю, не люблю. Тут просто нужно смотреть, что они делают, реагируют ли на запросы людей. Если реагируют, то как. И уже исходя из этого идти потом там на голосование. Хотя голосованию я не очень верю, но все равно. И последний вам вопрос. Как считаете, нужны ли какие-то перемены у нас в стране? Ну, я считаю, надо побольше, чтобы было оппозиционных партий, чтобы власть чувствовала напряжение. Они же всех давят, как бы выдавливают. Вот это вот надо. С коррупцией, вот это вот выводом непонятно куда денег там и так далее. Тогда... Даже не знаю. Как ответить, честно, не знаю. Что его не за что любить? Да нет, почему есть за что любить? Если бы насчет больничных что-нибудь сказали, я бы ответил. Вот этих всех санкций больничных. То, что дебилизм сделали. А так, ничего не могу. Так что извиняюсь. Я к нему ровно отношусь, я анархист. А вы? Логичного коллеги. Есть такая хорошая умная книжка, называется «Воображаемое сообщество». Вот там очень хорошо написано о том, что такие понятия, как нация, им всего 100 лет. Их всего еще вот немножко недавно совсем не было. И такие понятия, как Владимир Путин, ему всего 30 лет. На самом деле же это даже не имя, это идея, а идею можно любить. Это будет ложью, но это не значит, что любовь будет ложна. И не любовь или ненависть будет ложной, нет. Тут все сложнее. Вы спрашиваете вопрос про прошлое на самом деле. Политики-то уже нет. Есть цифра, есть обсчитанные выборы. Они не ложные, они не украденные, они обсчитанные. Вы их калькулируете, вы делаете совершенно другую операцию, не политическую. Да? Как говорят умные люди, политики нет, есть биткоин. Вы мыслите ростом, вы мыслите калькулируемым ростом. Вы хотите видеть этот калькулируемый рост вокруг себя. Вы хотите его любить. Это другая идея, это уже идея высшей нации. Для многих это Владимир Путин. За это они его любят. Если Владимир Путин эту цифру им не превращает в реальность, они его за это ненавидят. Он не пряник, чтобы его любить. Уважаю как правителя. Конечно. А почему уважаете? За что? За то, что Россию спас. За то, что борется за наши интересы. А какие у нас интересы? Как какие?
Я его буду любить всю жизнь за то, что он мою родину назад вернул. После того, как Хрущев ее подарил как мешок картошки. Нейтрально отношусь. Есть хуже. Хуже что, хуже правители? Да, Боитесь, как бы не было хуже? да, боюсь. Ну, наверное. А за что? Я не задумываюсь, извините, я тороплюсь. Что? Путина любите? Нет, не люблю. Кого? Путина. Не очень. Почему? Ну, так, надоело уже. Пора менять, да? Да. Да, А за что? просто как человек хороший, А как президент, он что вам хорошего сделал? как президент. Начал хорошо, сейчас что-то ничего не видно, честно. Уже пора переставать его любить. Ой, не знаю даже, не мне решать, наверное, я не политик. Как не вам? Власть же есть народ. Это вот главная статья в Конституции. Единственный источник власти – это народ. А кроме него некого. Кого поставить? Кто? За ним никто не стоит. А как вы думаете, где все достойные кандидаты? У нас 146 миллионов человек. Неужели нет достойных? Трудный вопрос, честно. Что? Владимира Путина любите? Конечно. А за что? За все. Все, вот что-то конкретное можно сказать? Ну, конкретно не могу сказать. Ну а как же? Почему? А за что? За все люблю его. Ну а вот конкретно можно сказать за что? Такой Какие-нибудь дела конкретные? нормальный человек. Нам Крым отстоял. Первый наш президент, который не пьет, не курит, не гуляет. Самое главное для президента – не пить, и не курить, и не гулять? Нет, не самое главное. А главное, чтобы любить свою родину. Я люблю, уважаю ваш президент Владимир Путин, уважаю. Почему? Потому что здесь все можно, да, все можно. Например, обычные люди, можно свое мнение сказать. Уверены в этом? Да. А как же статьи за обычный лайк или репост против? Просто потому что ты не согласен, и тюрьма 5 лет. Нет, это не могу ничего не сказать. Потому что я, как вижу, уже 11 лет в Москву, ну, мне понравится. Нет. Чтобы его любить. Как политика нет, как человека тоже нет, наверное. Нет? А почему? Ну, потому что засиделся. Пора уже уступить место. Все как бы... Как вы думаете, уйдет ли он вообще добровольно и сам? И будут ли продолжать у нас сажать в тюрьму его оппонентов и не давать возможность высказаться? Ну, это сложный вопрос, потому что оппонентов его как бы особо не сажали. Я не считаю Навального его оппонентом. А уйдет ли он сам? Вряд ли. Ни одного прецедента пока к этому нет. Перемены нам же нужны какие-то. Нужны, но кто их сделает? Не готовы общество к этим переменам, просто-напросто все. Потому что нам нужно как-то всем потихоньку, по чуть-чуть готовить общество, соседей, я не знаю, как там на кухне разговаривать, вести беседы. К сожалению, мы только на кухне можем говорить, но это ни к чему не приведет. У нас нет готовой прослойки, которая могла бы взять на себя ответственность за какие-то перемены. Любите ли вы Владимира Путина? Мы вообще людей любим. А Путина? А за что его любить? Он же не женщина. А как политик? Знаете, я к политикам всегда отношусь двойственно. Так же, как и к Сталину. Много хорошего, много плохого. Как вы думаете, должна быть ли у нас все-таки в стране какая-то сменяемость Конечно, власти, должна. правления? Конечно, должна быть. Иначе застой. Что нам делать-то? Вот у нас уже застой. Вы знаете, я не знаю, что делать. Наблюдать, наверное, как евреи мудрые говорят. Наблюдайте за ситуацией. Она разрешится так, как ей надо. Очень даже. А за что? За его прямоту, за его пословицы. Какие пословицы? Какие пословицы? Красавицу? Да, про красавицу. А вы знаете полностью песню, как из 88-го года звучит? Не знаю. Может, вы тогда не любили бы так Путина? Нет, почему? Если запоют, я ее вспомню, а так я не помню. Потому что я слишком пожилой человек. Вы его любите за пословицы и красноречие? Почему? За его прямоту, за его правление, за все люблю. Вы как считаете, должна ли быть какая-то сменяемость власти вот в стране? Вот 20 лет, 22 – это немного? Чтобы воровство прекратилось.
Уж больно мошенников названивают, особенно нам, пенсионерам. Кто в этом виноват? А я не знаю, кто в этом виноват. Ну, кто-то должен их пресечь. Почему ж Путин за 20 лет не наведет порядок и не искоренит мошенников? Ну, наверное, это не его роль Чья? с мошенниками. У него есть помощники, которым он даст указания. А почему он не дает указаний? У него же есть МВД, ФСБ, там Не знаю. Потому что воровство сплошное. Даже миллиардами это с ума сойти. Вот. И нас, пенсионеров, на каждом шагу. Вот мне обзвонились, что якобы мне какой-то банк. Ну, когда-то... Вы никому не отвечаете, не реагируете? Ну, как не бросаете отвечаете? трубку? Я так не умею, я не так воспитана. Как вы относитесь к тому, что вот у всех наших чиновников и вот всего окружения Путина и Путина дворцы, виллы, недвижимости за рубежом? Плохо, мне очень слезы берут, мне жалко, когда ребенок больной, надо 5 миллионов, 12 миллионов. Почему я 100 рублей посылаю, или там сколько я могу, и 500 могу отдать, я 2 дня есть не буду. Вот. А почему чиновники 5 миллионов не заплатят за этого ребенка? Вот это тоже неправильно. Тогда нужно менять всех этих чиновников, не считаете? Ну, не знаю. Неизвестно, кто придет, еще хуже придут. Приходит один, а он еще хлеще другого, которые у нас миллионеры, миллиардеры. Вот их надо тряхануть. Так они же друзья Путина все. Ну, я не знаю, друзья, плохо, что друзья Путина. Я не знаю. Всех надо уже тряхануть, чтобы они как-то обратили внимание на свой собственный народ. Войну или что, забастовку делать? Это же не хочется. Я одну войну пережила, а теперь обещают вторую, а мне не хочется. Я очень помню, как я с немцами в доме жила. И как они... Брат был у меня маленький, грудной. А он же плачет, а ему же рот не заткнешь. Они дают банку консерва, и матка, дай ему это самое, вроде накорми его. Иначе мы его пук. И как у нас убитые солдаты на огороде лежали, тоже помню. И как дом сожгли, тоже помню. И поэтому мне еще войны не хочется. Нет. А почему? Не нравится. Пора уже менять. Давно меняйте. Я не против. Да, люблю. За что? За ум. А еще за что? Ой, да ладно, хватит. Я люблю своего мужа. Вот это замечательный ответ. Мы как раз в ролике-то и пытаемся доказать, когда нам люди говорят, да, любим, нет, не любим, что любить нужно детей, семью, а власть можно уважать или не уважать. Да, должно быть или уважение, в первую очередь уважение это к родине. Вот. Президенты меняются, а родина одна. Так что я считаю, что лучше, как говорится, любить себя. Начинать с себя, начинать со своей семьи. И тогда в стране будет все хорошо. Сам себя уважаешь своих близких. С этого все и начинается. Как говорили в советские времена, ячейка общества. Любите ли вы Владимира Путина? Нет. А почему? Я не могу сказать на телевидении. Пора уже что-то менять у нас ведь, да? Да. Надо уходить. Что? Путина Владимира любите? А за что его любить? Я люблю своих внуков. Это очень правильно. Маму люблю. Это очень правильно. А Путин, я не знаю, почему, чем он обращается. Вы посмотрите, сколько. Вот я сейчас иду в нотариус. Подкрывались очень много всяких, как они называются, ну, в общем, какие-то кредитные такие, не кредитные, какие-то помощь. Вот сейчас печатается в метро опять помощь. Вот, подает 18%. Я влипла позапрошлом году, 2 года назад, тоже был финансовый помощник. Давали 15%, 13%. Я положила 1 миллион денег. Они эти деньги мне не вернули. Обратилась в милицию, они надо мной посмеялись. Обратилась в прокуратуру, он сказал, он меня не видел. Обратилась к юристам, они с меня содрали 120 тысяч и еще содрали. Вот сюда я сейчас иду. Я сюда отдала ему 80 тысяч юристу. Он мне год голову морочит. Вот уже февраль это было, значит, вот. Год морочит. Мне ничего не вернули. И он еще приходит и говорит, суд решил в мою пользу. А где эта организация? Ее нету, она пропала. Опять они сейчас обберут пенсионеров и закроются. Вы представляете? Вот я сейчас иду к этому. Если вот эти все мошенники существуют и процветают, Потому кто что в этом виноват? Кто виноват?
правительство, потому что милиция не работает, прокуратура не работает, вот, юристы все продажные и обманщики. Вот. Что вы пожелаете, не знаю, мы-то, наверное, мало чем сможем помочь, что вы пожелаете таким же пенсионерам, как вы, чтобы не попадать на такие... Абсолютно ничему не верить, абсолютно ничему не верить, абсолютно никаким процентам, никому, ничему. Потому что мы теряем свои последние копейки. Ладно, мы теряем свои последние копейки, мы здоровье теряем, мы веру теряем в людей. Ну, уважаю. Голосовал все время за него. А почему? Вот за почему? что? Да, потому что стабильность. Я помню 90-е годы, когда там бардак был. А вот стабильность сейчас как-то не рушится на фоне повышения цен, снижения уровня Нет, я не чувствую. Не чувствуете? Да, у меня пенсия хорошая, так что все хорошо. Ой. Провокационный вопрос. Да-да-да. Немножко. Лично не знаком, поэтому нет, не люблю. Я люблю девушку свою. Это правильно. Нужно власть либо уважать, либо не уважать, поддерживать или не поддерживать. А любить нужно девушку, родителей и детей. Все верно, да. Нет. А почему? Ну, можно я не буду отвечать на этот вопрос? Просто не люблю. А как вы считаете, должна быть ли у нас сменяемость власти, какие-то перемены в стране? Нужно ли кого-нибудь другого? Однозначно. Как нам к этому прийти? Как нам этого добиться? Вот мы вот сейчас все люди... Мирным путем. Мирным путем, только вот как? Все в страхе, всех пересажали, кто где? Все равно надо как-то что-то думать. Все равно надо. Да. А почему? Ну, как его не любить-то? Ну а за что вот конкретно? Почему вы его любите? Потому что он президент нормального человека. А президент ненормального человека это какой? Я промолчу. Вы, наверное, сами прекрасно понимаете в последнее время по сложившейся ситуации. Что? Владимира Путина любите? Вы знаете, я на провокационные вопросы не отвечаю. С какой целью вы спрашиваете? Вот мнением людей интересуемся, пытаемся понять, за что, почему его любят или не любят. Я вообще понятием любви, мне было бы трудно описывать данные отношения. Это очень правильно. Политику Почему у нас не в народе поддерживаю. мы тоже не поддерживаем? Власть не поддерживает. По поводу любви такими критериями не мысль. Очень замечательный человек. Как вы думаете, что нам сделать всем тем, кто не поддерживает эту политику и власть, чтобы добиться каких-то перемен? Длительная тема для разговора. Не думаю, что сейчас я смогу ее раскрыть. А мы можем с вами погулять. Это, конечно, приятно. Я не знаю, что сейчас можно сделать, учитывая, что, с моей точки зрения, избирательная система дискредитирована, а кроме избирательной системы я путей других сейчас не вижу. Еще плюс электронное голосование и прочее. Ну, то есть выборов у нас не осталось. Уличного мирного протеста тоже. И вот что нам всем делать? Бояться засесть за твит или пост в Фейсбуке, залайкни тот. Вот что делать нам? Жить, возможно, голосовать ногами. Путина любите? Путина? Да прямо вообще обожаю. А за что? Ну вот, глядя на страну, знаете, его можно любить в кавычках. А как нам сделать, чтобы что-то поменять у нас в стране? Насколько Наверное, можно? правительству надо все сменить. Да, ну только вот как нам, людям, это сделать? Вроде в Ну, Конституции понятия написано, но на заборе тоже Да? написано. Ну да, в Конституции что написано? Когда меняли Конституцию, почему то, что надо было, не сменили, а то, что не надо, сменили, да? Так ее ж меняли для того, чтобы Что Путина поставить. Конечно. Ну, я понимаю, это все прекрасно. Ну, не знаю. Революцию надо делать тогда, если оно само правительство не хочет уходить.